Милан в 15 веке — это не просто город, это оружейная мастерская всей Европы. И они производили все, от пушек до латных составных доспехов, шелк производили банки. Все это давало деньги и власть с помощью торговли. У Милана нет флота, как у Венеции, зато есть лучшая пехота на Апеннинах, и они славились своим очень хорошим оружием. Ну и пехота, естественно. Также генуэзскими арбалетчиками, которых они нанимали. И у меня есть план. Вместо того, чтобы покупать всю Италию, превратить это промышленное, так сказать, ядро в объединенную Италию. Не через торговлю, а через захват. То есть я все это захвачу под себя. Вот, я решил захватить Савойю изначально, потому что я могу сразу 3 провинции залутать и прокачать себе экономику. Вообще, у многих вопрос, почему у Милана ломбардийская культура была, лангобардская. Дело в том, что Миланца основали германские племена еще во времена Рима, лангобарды. И вот от них досталась эта культура. В то же время Италия была, это куча мелких государств, больше, чем в игре имеется. Ну, в общем-то, вот так вот получилось. В Брешия лангобардская культура, Милан и там еще пару провинций. Потом я решил напасть на Мюнхен, чтобы взять политическую силу, потому что я могу вкачать все налоги и торговлю. 12% торговли и 18% к налогам. В общем-то. Да. То есть Милан был одним из самых богатейших герцогств. Миланское герцогство. В общем-то, во время того, как я начал расширяться, зашла Флоренция, я подумал, что это очень большая заноза в заднице. Поэтому я решил сначала расширить свои границы. Границы только когда буду готов напасть на нее. Я решил сразу отжать часть Савойи только из-за того, что боялся, что Франция все заберет. Это да. Во-вторых, хотел больше экономики, чтобы я мог брать долг. Как бы там же налоги идут с этого, и я бы долгов смог больше взять. И на меня напала Флоренция, да. Потом мне пришла на помощь будущая Бавария. Я не знаю, как это герцогство называется, поэтому не знаю. Херово. Ну да ладно. Кстати, Италия славилась не только своим технологическим военным прогрессом, то есть еще живописью, например, Сиена, живописью своей славилась, Венеция. Но самое известное государство все-таки, как по мне, историческое, это Венеция. Ну, конечно, моденские художники были хороши. Генуя — это больше торговое государство. Кстати, она владеет Корсикой, а как вы знаете, на Корсике вырос Наполеон будущий. Корсика перешла под владение Франции, в общем-то. Там долгая история. Я думаю, потом сделал отдельный видеоролик. Следующий ролик будет про Швецию или же про Рим. Не знаю, как получится. Да, я собрался Рим основывать. Я, короче, захватил Геную, чтобы завладеть полностью торговым центром и получать больше денег. Спойлер, я потом с Генуи получал по 7 монет. И решил сделать претензии на Флоренцию, потому что это довольно богатый регион, и я бы смог залутать оттуда 3000 минимум к лимиту армии. Также у меня начало сжиматься очко из-за того, что Австрия собралась брать Венецию. Как я тогда думал, у нее не было претензий, поэтому все хорошо. Ну и я расслабился. Так, что бы еще вам рассказать, ребятки? Ребятушки. Кстати. Сейчас. Ну и, в общем-то, как пал Милан? Милан пал в результате войн с Францией.
Его захватили, потом наемники отбили Милан, швейцарские сделали Милан швейцарской марионеткой, потом швейцарцев разбили опять французы, короля Миланского пленили, предали испанские кондольдотьеры. В общем-то, да, и в итоге, в конце концов, Милан попал под контроль Испании. Ну и потом, как вы знаете, туда пришел Наполеон и захватил. Не в Милан конкретно Наполеон пришел, а в Италию. Итальянские войны же знаете. Да, когда он разбил австрияков. Итальянцев. Ну да ладно. Что было, то было. Я начал прокачивать свою экономику, потому что у Милана очень сильный бонус к налогам, а если качать внутренние настройки, то повышается доход с налогов и производительности, что мне было на руку, чтобы отбиться от Франции, если что, нанять наемников кучу. Денег хоть жопой жуй все равно. Я решил взять Феррару из-за порта, чтобы иметь больше контроль на Венеции. Я думал вообще напасть на Неаполь, но потом понял, что я не готов. Вот к этому моменту я уже был на 4-м месте по армии, а по экономике на 3-м месте. Или на 2-м даже. Где-то так был. К этому моменту. Кстати, что-что, а кто играл в Assassin's Creed, знает то, что в то время лечили мозоли, короче, крестьяне этим. А, как это сказать? Мочой. Пиявками и так далее. Всякие болезни лечили, кровопускания. Но мозоли реально мочой лечили. Я, кстати, вставлю этот мем сейчас. Из Assassin's Creed 2. Отходите, друзья! Свежая овечья моча! Как грубо! Отходите, друзья! Свежая овечья моча и припарки из розмарина для ваших мозолей! Кстати, Италия известна Леонардо да Винчи. Если не ошибаюсь, то... Хотя ладно. Все знают, когда он жил. А хотя... Ладно, сейчас. Сейчас, я все найду. Вот с 1452 года по 2 мая 1519 года. Погрешность 2 года была. Сколько он прожил. Ну да ладно. Я, кстати, с Испанией заключил мир, когда напал на Неаполь. Пригласил Тунису. Ранее отголоски Мавритании. Если не ошибаюсь. Я, короче, забрал бывшие папские штаты. Да. Теперь Папа Римский под моим контролем. Вот, казалось бы, Швейцария маленькая страна, забрала под себя Милан. Как? Ну да ладно. Опять вкачка экономики нудная. Я думаю, никому не интересно это. Я решил напасть на Данию, чтобы взять себе еще политической силы и наконец-то закончить коринг своих земель. Кстати, занятная каточка вышла. Я думаю, под конец ставлю мем с Хоумлендером. Наверное, хз. Кстати, финал пацанов, наверное. Хотя ладно, я не смотрел. Не буду об этом высказываться, а то меня закидает говном. Потом. Так, сначала близится 2-я война против Неаполя.
Я собираюсь забрать Неаполь. И все до вот этого вот каблука. То есть реально, Италия это сапог. Охотничий с Kingdom Come. Мэйби. Да, охотничий высокий сапог из Kingdom Come. Да ладно. Кстати, Венеция стала моим союзником. Из-за чего я был очень рад. И я решил ей отдать Далматию. И сам забрать все до каблука почти. Кстати, Лотарингия мне кинул альянс, мы стали союзниками и пошли бить. Точнее, пошли в крестовый поход на Турцию. И позже на мамлюков. В итоге мы заберем Константинополь, опустим мамлюков и все. У нас будет плюс 5 престижу за владение за владение этим. И Иерусалимом. Святая земля. Да. В общем-то, ничего особенного, просто объемся тут так вот. Против турков. Ведь, как ни странно, я сильнее Франции стал. Ну, Лотарингия меня сильнее по армии была, но по экономике я был сильнее. В смысле, по армии я был сильным, но я не держал у себя большое количество солдат, а она держала, вот поэтому у нее и больше. Вообще в универсалисе можно любую армию перевесить, если ты ее собираешь до этого. Если ты ее оставляешь, у себя, например, 15 тысяч оставляешь, и у тебя 30 лимит есть. Тысяч. Может в резервах находиться. Вот у врага, допустим, нету армии, у него всего 30 тысяч будет. У тебя этого 45 тысяч будет, а у него 30 всего. И плюс наемников ты можешь взять. Maybe. Блин, мне от папича передалась эта херня. Maybe, блядь. Я, кстати, планировал начать эту колонизацию, но потом передумал. Потому что мне никто не продал земли. И вот их мне не было. Я занимался экономикой, как вы видите, я себе налоги вкачал еще, чтобы стать богаче. Мне и того где-то бонус к налогам уже 40%. Причем я не повышал налоги, у меня доход где-то под 20-ку был. Или больше. Это когда я Италию спорил. Вообще на Милане я не вижу смысла оформить Италию. У Италии как бы один стоящий бонус. Это к дисциплине армии 15%. Ну и налоги 10%. Ну а смысл, если у Милана к налогам бонус 18% целых? Как бы я не вижу смысла. В общем-то, да, я забрал каблук вот этот вот. У Неаполя, так сказать. Ну и все. Кстати, Испания владела Миланом. Что-то там в Нидерландах еще имела Сицилия. И Сицилию я сейчас покупаю полностью. Не то, что владела, это марионетки ее были. А вот владела она сапогом вот этим вот нижним. Но потом империя развалилась и все. Я купил себе полностью Сицилию и решил сформить Италию. 100%. И вот, Италия за Милан сделана. Наконец-таки. Ну а дальше чисто эти дела всякие, траля-ля, тополя. Экономические. Баварец так и не принял мой альянс. Я стал топом 1 по экономике, но не по армии. Меня Испания перегнала. Да. Дальше я начал готовиться, потому что меня позвали в войну против России. В ходе которой я ничего не получил, как всегда. Кстати, королевство Италия возникло в 1861 году. Как государство объединенное. И суверен.
Ну да ладно. В итоге мы коалицией задавили Россию, потому что она слишком сильно начала расширяться и угрожала Европе. Прям очень сильно угрожала Европе, я так скажу. Что мне не понравилось. И, судя по всему, ее армия доминировала над моей, но я вовремя подвел подкрепление. Да. Вообще у Милана тяжелая судьба. Например, в 1000... Типа, вот сейчас скажу. Например, в 1499 французский король Людовик XI вторгается в Ломбардию, предъявляя права на Милан через бабушку Висконти. Последствия для Милана — это падение. Герцог Людовика Сфорца сбежал. В 1500-м Людовика пытается вернуть трон с помощью наемников. Кондольдотьеры его предают, садят в тюрьму. В 1512 швейцарские наемники изгоняют французов и ставят у власти сына Людовика Массимилиана Сфорца. Милан становится марионеткой Швейцарии. В 1515 опять Франциск I вторгается в Италию, разбивает швейцарцев при Мариньяно. Вот и все. Ну и в 1535-м умирает Франческо II из династии Сфорца, и Карл V официально передает Милан под контроль испанской короны. Ну еще император в 1521-м Карл V Габсбург изгоняет французов и возвращает на трон последнего Сфорца Франческо II, того, как он умер. Бездетный. В общем-то, после войны с Россией я решил напасть на Орду. Короче, на ханство, просто скажу. Чтобы забрать Крым. Потому что мне нужны были торговые пути прибыльные. И я забрал Крым, там все относительно стабильно, всего лишь 40 анреста было. И все. Ну а на этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всем, кто смотрел, приятного аппетита, спокойной ночи и к вам, друзья. Целую вас. Все, бай-бай. of